Здравствуйте, с вами Ханорик. Случилось так, что переболел я коронавирусом, и вот решился рассказать об этой заразе в моей скромной персоне. На данный момент болезнь отступила, и я возвращаюсь к полноценной жизни. Живу я в столице Российской Федерации, городе Москве, Восточный административный округ. Моя история чистая правда, и события применительно к месту моего проживания. Начало. 13 декабря 2020 года, в воскресенье, ближе к вечеру, у меня неожиданно подскакивает температура тела 38,5. По ощущениям, как это часто бывает, слабость, головокружение, апатия. На следующий день взял тайм-аут на работе на 3 дня. Решил, что обычно РВИ. Стал лечиться ингаверином. Во вторник даже действительно стал чувствовать себя лучше, съездил по служебным делам, оформить отправку груза до офиса фирмы. Дома все было вроде неплохо, температура 37, для меня это обычно в схожих случаях, я так и перебаливаю. На 4-й день с чистой совестью, как правило, иду на работу уже с 36,6. Но не случилось, той же ночью у меня подскакивает температура до 39, лежу пластом, офигеваю. Ладно, решил, что расслабился со служебными делами, вот и осложнилось. Продлеваю тайм-аут на работе еще на пару дней, а затем еще на день. Симптомы. Самое неприятное, что у меня было, это жуткая слабость и головокружение. Ощущение, что башню сносит, как будто сознание сдвигается относительно мозга и гул с вибрацией в голове периодически. Очень неприятное ощущение, жить не хочется, но словами объяснить практически невозможно. Честно пытался рассказать в деталях своим родным, но меня все равно так и не поняли. А вот чего не было, так это ломоты в суставах, пропадание обоняния, кашля и каких-либо болевых ощущений в легких, с бронхами и горле. Чуть позже появились ощущения очень резких химозных запахов, которые кроме меня никто не слышал. Было наплывами, я сначала решил, что где-то пролилась какая-нибудь жидкость дико вонючая, но впоследствии, когда сознание посвежее стало, решил, что это все-таки вирусное. Кашель все-таки появился, но об этом позже. Пишите в комментариях, если вас затронула эта болезнь, какие были у вас симптомы. Медицина. Когда понял, что неделя близится к концу, а лучше не стало, вызвал районного врача. Было же воскресенье, 20 декабря, стало как-то жутковато от постоянной температуры, сбивание до нормы не помогало. Чуть лучше становилось и все. 7:30 вечера пришла врач, сделала мазки из носоглотки для теста на корону, опросила меня, внимательно послушала легкие и тут же выписала и предоставила лекарства. Антибиотик амоксиклав и лекарство от ковид авифавир. На что я резонно заметил, что ковид у меня пока не обнаружен. Но она сказала, что можете для профилактики начать принимать, а можете подождать результат. Тогда по факту его все равно придется пить. В общем, авифавир я отложил, а амоксиклав решил все-таки пропить, как ингаверин. Далее подписал я бумагу, что буду дома до результата на ковид. Врач ушла. Результат. Утром пришел и результат по СМС. Отрицательный. Я расслабился, да и антибиотик все-таки начал немного действовать, температура стала значительно ниже, максимум 38, но мозги на место не встали. Во вторник 21-го мне позвонил утром врач из районной поликлиники, опросили о состоянии, но я сказал, что мне плохо. Во вторник пришла врач в камуфляже антивирусном. Еще один тест на ковид, на этот раз экспресс. 2 пластины, в одну мазок из носоглотки, разбавленной водой, в другую каплю крови из пальца. Не нужно быть провидцем, результат отрицательный. После прослушивания легких и замера сатурации и насыщения кислородом крови выписал направление на компьютерную томографию или по-другому КТ. Я резонно заметил, зачем, если результат отрицательный, но мне было сказано, что сатурация низкая, 93-94, а вирус мог уйти ниже. Для справки, сатурация измеряется китайским приборчиком оксиметром. Он надевается на палец и показывает насыщение кислородом, крови и пульс. Норма по кислороду 95-99. Ниже 90 срочно вызываем скорую. Легкие не работают. Промежуточный результат требует проверки работы легких. Доверие к прибору невысокое, на разных пальцах может показывать разный результат. 23 и 24 декабря звонили из департамента здравоохранения, интересовались моим самочувствием. Звонить впоследствии будут каждый день. Компьютерная томография, КТ. Позвонили, предложили время записи на 21:40 в пятницу 25 декабря. Ну что ж, я согласился. Место следования КДЦ-2 по адресу Москва, Миллионная улица, дом 6. От меня до объекта ехать 12 километров. Погода в тот день была ужасная, сильная метель, все замело, на общественном транспорте ехать больше часа. На такси в такую погоду ценник доходил до 800 рублей.
Ну что ж, поехал на своей машине, чувствую себя плохо, еще чистить от снега ее пришлось, хоть бы хоть что-то видеть. Здоровье, конечно, не прибавило. Температура тела 37,5. Хорошо, что есть машина, могу не спешить. Дорога, знаю, отлично в этот район. Выехал с запасом на всякий случай и приехал рано, минут за 30 до приема. Что поразило? Большая светящаяся вывеска над входом в здание, на которой написано «Стоп! Вход только для пациентов на КТ-исследование». Внутри тишина, народу никого. Зашел отдел бахилы. На вахте кто-то зашевелился в полном антиковидном обмундировании. Сказал этому чуду, что направление, и пошел на ресепшн. Логистику в здании объяснять смысла не вижу. Скажу, что на ресепшене сидели двое мужиков в биозащите, как и все сотрудники данного центра. Общение прошло в следующем русле. Мне дали заполнить несколько документов о цифровых данных, отказе от претензий и подобное. Дали направление на кровь и общая биохимия, ЭКГ, на КТ и к терапевту. Я задал вопрос о КТ, как определяет ковид, если тесты отрицательные. Мне ответили, поражение легких от ковид похоже на матовое стекло на снимке и сложно с чем-то спутать. Ну, я не силен в медицине, поэтому комментарий здесь рулит. Далее прошел ЭКГ, сдал кровь и прошел компьютерную томографию. Кто не знает, это белый большой бублик, который дыркой вас накрывает, а дальше по команде врача вы затаиваете дыхание, и вокруг вас в районе грудной клетки внутри бублика крутятся некие светящиеся механизмы. Но по сути это круговой рентген, который проводит некоторое количество снимков и моделирует в компьютере 3D-модель части вашего организма. На мониторе смотрит патологии. Вам же дают бумажное заключение, такое примерно как на экране. Диагноз. Пошел к терапевту. Крайняя инстанция в КДЦ. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Диагноз – ковид. Поражение легких до 50% меня вогнал вообще в ступор. Мне выписали направление на госпитализацию, так как мое состояние определяется как средняя тяжесть. Уточнив детали, все-таки нашел в себе силы отказаться. Во-первых, самочувствие мое на тот момент было гораздо лучше, чем в начале болезни. Во-вторых, пришлось бы бросить машину в чужом районе, и неизвестно, когда смог бы ее отогнать. В-третьих, я был не готов ни морально, ни физически к такому завершению дня. А самое главное, выяснил, что талон на госпитализацию действителен, и я в любой момент смогу вызвать скорую и отправиться в клинику. По итогу, пообщавшись с врачами, решил написать отказ от госпитализации, но пришлось подписать бумагу о 3-недельном карантине, о чем, конечно, пожалел, но выбора у меня, естественно, не было. Выписали и дали на руки лекарства для лечения, ну и также выдали оксиметр для замера сатурации. И в итоге печати на ресепшене, я свободен. До дома добрался без приключений, но настроение было просто 0. Алло. Талон на госпитализацию выписали. Да ты что? Да, у меня до 50% поражения легких. И того, и другого? Да, Двухстороннее? двусторонний. Обалдеть. Ковид, да? Да, но она мне талон все равно дала. Она говорит, смотрите сами, говорит, как себя будете чувствовать. Да, но вообще я бы советовал вам лечь. Понятно. Охренеть. Говорит, поймите, вас там, говорит, продержат недельку-другую и выпишут, говорит. А здесь, вы, говорит, 3 недели будете, говорит, наблюдаться. Ага. Пипец. Ну, в общем, я не знаю, в таком шоке сейчас еду домой. Я говорю, я заразен? Он говорит, да, заразен. Я зашибись. Я говорю, долго я еще заразен? Он говорит, а это вам никто не скажет. Лечение. 26 декабря утром пришла врач. Настроение ужасное, температура и жуткое головокружение. На этот раз при прослушивании спины врач услышал какие-то сипы. Так как лечение мне уже назначили в КДЦ, лекарства были на руках, сделал уточнение врача, прием лекарств был следующий. Первый препарат энгаверин. Я уже его пил, продолжил 1 раз в день принимать, весь курс по нему 10 дней. Второй препарат амоксиклав. Это антибиотик. Я уже его начал тоже принимать, продолжу пить 2 раза в день по таблетке в течение 14 дней. Еще один антибиотик – это левофлоксацин. По 1 таблетке 2 раза в день в течение 10 дней. Следующий препарат называется Ксарелто. По 1 таблетке 1 раз в день 10 дней. Ну и, конечно же, авифавир. Это на данный момент единственное лекарство от коронавируса. Других пока вроде бы и не придумали.
Первый день пил по 9 таблеток 2 раза в день, со второго по 10 2 раза в день по 4 таблетки. Весь курс 10 дней. Единственное лекарство за свой счет – это бифиформ. По 2 капсулы 2 раза в день. Для желудка-кишечника при приеме лекарств самое то. Здесь уже надо пить, пока кишки не заработают. Ну, а как вас лечили, можете написать в комментариях. Звонки. Обзвонились. 2 раза в день звонки из департамента здравоохранения, а также районный врач. И каждый день в течение 10 дней. Опрос по следующей схеме. Общее самочувствие, температура, давление, сатурация в течение дня, если кашель, головокружение, ломота в суставах, отсутствие обоняния. Включили к так называемой телемедицине. Об этом чуть позже. Посещение медперсоналом было еще 2 раза. Один раз без предупреждения врач пришел, послушал, выслушал, все как обычно, и в тот же день пришла криворукая медсестра, взяла кровь из вены на общий анализ и биохимию. Выздоровление. После компьютерной томографии на следующий день и в последующие дни, по счастью, мне хуже не стало. А так как до Нового года оставалось меньше недели, то и желания госпитализироваться не было совсем. Принял решение пролечиваться дома. Не прогадал. Самочувствие становилось лучше каждый день. Если температура еще держалась вечером до 37,5, то общее состояние стало комфортнее. Головокружение и шум в голове сошли на нет, но появились другие симптомы. Кашель мог начаться внезапно, бить до хрипоты. Кашель горловой с небольшой мокротой, как будто кошачья шерсть в горле застряла. Стал чувствовать лопатки, то есть легкие, чего не было раньше. Ощущение как горчишников, но без жжения, просто что-то инородное. Температура вернулась к норме 36,6 примерно в течение недели. Новый год для меня прошел достаточно неплохо по самочувствию. Сатурация сейчас в пределах 95-98, но одышка при активности, а также повышенный пульс 90-100 остались пока. На данный момент кашель практически сошел на нет. 10 января пришла медработник около 10 утра, мазок из горла и носа. Маски на лице у нее почему-то не было, что очень меня удивило. Но результат на следующий день, как и следовало ожидать, отрицательный. Самоизоляция. Скажу так, я подписывал бумагу по добровольному заточению дважды. Первый раз некий документ в пол-листа А4 с сильно размытым текстом, нечитаемым, со слов врача ограничения до получения результатов теста, то есть 1-3 дня. Тест пришел на следующий день утром по СМС отрицательный. Следующий документ был расширенный. 2 страницы листа А4 под подпись я уже получил после проведения КТ в КДЦ. Там уже домашнее заточение было прописано на срок 21 день. Текст не привожу, даже копию документа на руки не получил. Мое моральное и физическое состояние было очень хреновое, поэтому подписал как есть, спорить не стал. Меня сфоткали на веб-камеру без маски. На следующий день был звонок из департамента с уточнением, с кем я был в контакте. Так, мои домочадцы, то есть моя супруга попала под раздачу, у нее уже был больничный по простуде. Тест на корону отрицательный, но пришла врач уже к ней и поменял больничный на контакт с носителем ковид. В списке домочадцев значился еще взрослый сын, он сейчас с нами не живет, о чем я сообщил, ну и престарелая мать. А вот она не заинтересовала департамент от слова совсем. До сих пор не понял почему. Поэтому за ее состоянием здоровья, насколько могли, следили сами. Температуру мерили, сатурацию. Так вот, когда пришла врач, жену сфоткали и на подпись дали документ о 2-недельной самоизоляции с 26 декабря по 8 января. На руки ничего не оставили, но я отвлекся и тоже не читал то, что она подписала. На следующий день СМС оповестила супругу, что ей необходимо установить программу «Социальный мониторинг» на мобильный телефон. И ссылка на сайт МОСРУ, где эту программу можно скачать. Еще одно СМС аналогичного содержания, а далее звонок с убедительной просьбой поставить данную программу. Кто не понял, страница данной проги на сайте госуслуг на экране. Ставить или нет, пускай каждый решает сам. Штраф может прилететь даже по факту отсутствия данной программы. Если у вас телефон не смарт, предлагают заявку оставить на МОСРУ. Типа вам дадут во временное пользование смартфон. Отзывы о программе, кстати, полный шлак. Ну что делать? Решили поиграть в самоизоляцию. Елена, моя жена, все-таки поставила эту программу на свой Xiaomi 31 января. Программа предлагает авторизацию с кучей разрешений и отправку контрольного фото. Настроек в программе нет. Так что в промежуток между 9 и 22 часами надо быть готовым к оповещению по СМС. После этого дается час времени на отправку селфи. По факту, первый день 1 января было 2 запроса на фото.
Последующие дни до 8 января включительно 3 запроса каждый день. По времени примерно с 11 часов до 18:30. Как у других, не знаю, пишу по факту. Программа отслеживает перемещение в пространстве и отключение симки, так что мухлевать не получится, если только мобильник не оставить в месте дислокации, а в свободные окна, вы сами понимаете. А что я? Да ничего, вроде болел, правда безбольнично, но никто меня не контролировал напрямую. Так что мои перемещения исключительно на моей совести. Как-то так. Для справки. Для контроля перемещений по городу может использоваться: первое. Ваш мобильный телефон. Контроль по номеру с информацией GPS и вышек сотовой связи. Отключение номера на длительный период в некоторых случаях может привести к штрафу и придется доказывать, что вы были дома. Второе. Социальная карта. Фиксируется и передается городу информация о ее использовании. Третье. Банковская карта некоторых банков. Но здесь, я думаю, маловероятно, что напрямую, если только по судебному запросу. Четвертое. Система распознавания лиц. Мне известно, что работает пока только в метро, но в маске вероятность опознания очень низка, да и нет данных о таком поиске людей с самоизоляцией. То же самое с придомовыми камерами. Пятое. Полномоченные сотрудники. Естественно, к ним относятся полиция и другие силовые службы, а также контролеры в общественном транспорте, и подобный персонал. Если зафиксирована в протоколе ваша личность вне дома, то вероятность прихода штрафа очень велика. Так что делаем выводы. Резюме. Чем я болел? Для меня тот еще вопрос. Поражение легких, если верить заключению после КТ, вирусное, с большой долей вероятности COVID-19. Но абсолютно все тесты на тот самый COVID дали отрицательный результат, объяснить который ни один врач внятно так и не смог. Впечатление следующее. Болезнь, зло абсолютное, выбила меня из колеи ровно на месяц. Сколько еще будет идти реабилитация – вопрос. Пока из недостатков здоровья – это, конечно, быстрая усталость, повышенный пульс, легкие до конца не восстановились, небольшой дискомфорт в области лопаток остался, но хочется надеяться, что вирус все-таки отступил. Медицина наша, конечно, безжалостная и беспощадная, иногда хаотичная. Но из плюсов, безусловно, это бесплатное лекарство и оксиметр на руки. Все это стоит, конечно, очень недешево. Я не эксперт, судить о самочувствии могу только по своим симптомам и ощущениям. Отмечу, что прием лекарств меня быстро поставил на ноги, а какой из них сыграл решающую роль, я не знаю. Внимание врачей, бесконечные тесты и анализы крови, иногда даже без предупреждения. Обратная связь тоже налажена, я в любой момент мог связаться с врачом или через интернет, или по телефону горячей линии. И, конечно, минусы, куда же без них. Звонки прихода медработников сложно было как-то вычислить, хаос какой-то. Могли позвонить после прихода врача через час с вопросом о самочувствии. Причем кто и зачем звонит, приходилось уточнять. Копии документов о самоизоляции я так и не получил. Электронная карта, на которую пришла ссылка через СМС, так и не открылась на сайте МОСРУ. Компетентность врачей, причем все приходившие были разные, оставляет желать лучшего. На некоторые простые вопросы ответа я не получил. Нет ответа, почему не пришли взять мазок к моей престарелой матери, хотя в разговоре с докторами упоминал о ее присутствии рядом. Оставлю отзыв по телемедицине. Сама идея, возможно, ничего, но реализована так себе. Что это такое вообще? Мне прислали еще в начале лечения по СМС логин и пароль доступа с ссылкой на сайт. Конечно, позвонили, пообщался с доктором, прошел авторизацию на сайте, и все, дальше только общение по мобильной связи. И вот мне понадобилось связаться с доктором по некоторым вопросам, я зашел в свой кабинет, записался на прием и стал ждать. Счетчик отсчитал 5 минут, а вот первый звонок от врача поступил только через 2 часа. Да, недоумеваю. Все описанное выше касается моего случая в городе Москве. А вы делитесь своими комментариями, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Ханорик. Всего доброго, до новых встреч. Не болейте.